Ползущую и явно раненую собачку на одной из дорог Новосибирска заметил неравнодушный мужчина. Он хотел помочь ей, но боялся спугнуть, поэтому решил проследовать за бедняжкой до того места, куда она так целенаправленно двигалась, несмотря на боль и усталость. Собака привела его в укромный уголок на пыльном складе, где, как оказалось, прятала своих щенков. Мужчина передал героическую хвостатую маму и ее малышей в руки сотрудников приюта для бездомных животных город Новосибирска. Сегодня мы расскажем вам историю одной из них, малышки Бритни, единственной девочки в помете, самой хрупкой и нежной среди щенят. Когда Бритни и остальные члены ее семьи попали в приют, они были слабы и напуганы. К счастью, благодаря заботе и уходу волонтеров, и мама-собака, и ее малыши вскоре уже резво бегали по снегу, играя и общаясь друг с другом. Бритни было не просто поспевать за своими озорными братишками, но она очень старалась ни в чем не уступать им. Щенулька оказалась очень трогательной и контактной. Она прижималась к людям во время прогулок, обнимая их ноги, если вдруг чего-то пугалась или стеснялась. Малышка была в том возрасте, когда ей просто необходимо было повышенное внимание и воспитание. И вскоре для нее произошло настоящее чудо. Семья Александры приехала в приют, чтобы выбрать себе питомца, и каким-то чудом среди десятков щенят они заметили кроткую неженку Бритни. Вот какой рассказ прислала о Бритни хозяйка Александра. Во-первых, у нас уже больше года живет кот Игореша. Он чувствовал себя любимцем семьи и явно не рассчитывал на появление нового члена семейства. Первые дни он был всеми четырьмя лапами против появления собаки. Все своем время бодрствования он шипел или урчал. Он очень плохо ел и ходил в туалет. Мы очень сильно переживали за него, было очень сильно его жалко, да и вообще сердце кровью обливалось при виде его несчастной мордочки. Сейчас он намного спокойнее относится к Бритни. Да, конечно, они не друзья, и, может быть, вряд ли ими вообще станут, но наш кот стал вести себя намного спокойнее. Вторая проблема – это туалетные дела Бритни. Сначала мы использовали стратегию гулять реже, но дольше, но поняли, что это не вариант Бритни. Гораздо лучше она делает свои дела, когда мы гуляем чаще, но меньше по времени. Это мы выяснили экспериментальным путем. Но эта проблема нас беспокоит меньше всего, потому что уверены на все 100, что любая собака привыкнет делать все свои дела на улице. И третья проблема – это адаптация собаки на новом месте. Первые ночи мы спали очень плохо. Бритни то бегала по квартире, то грызла кость, то скулила, то выла. А еще особенность Бритни в том, что она бегает по квартире как конь. Лапами тарабанит просто невероятно. Поначалу это очень раздражало, и в общем, после бессонной ночи мы просыпались в раздражении, нервы были на пределе, голова чугунная. Скрывать не буду, нас посещали гадкие, мерзкие мысли решить все проблемы одним махом, вернуть собаку в приют. Но воспитание и личные убеждения не позволили этого сделать. Особенно хочется написать этот пост на волне тех новостей, что многие животные возвращаются в приют в последнее время. Вера Петровна сказала золотые слова нам на прощание. Самое главное сейчас – наберитесь терпения, ведь это же ребенок из детдома. И мы действительно набрались терпения. Теперь о хорошем. Бритни – это собака, которая дарит огромное количество любви, преданно смотрит в глаза и ходит по пятам. Какая она была пугливая в первый день, и какая она сейчас, когда освоилась, это разные собаки. Если сначала она выходила гулять только на руках, то сейчас бежит сама по лестничным пролетам. Бритни невероятно нравится гулять, любое ее занятие на прогулке, нырять в сугробы, бегать по снегу, купаться в снежных хлопьях. Она постоянно смотрит тебе в душу своими умными глазами и говорит: «Я все пойму, всему научусь, только потерпи». Теперь мы уже настолько привыкли к этому топоту лап и этим преданным глазам, что грустно представить, что ее не будет.
Теперь мы уже точно никуда ее не отдадим и купили медальончик с адресом и телефоном на случай, если она сорвется с поводка, хотя это маловероятно, потому что Бритни послушная собака. Рассказ Александры правдив и честен. Да, действительно часто бывает так, что питомец не идеально ведет себя на новом месте, особенно если это щенок. Но стоит вам проявить терпение и открыть ему свое сердце, как вы тут же поймете, что он с готовностью отвечает вам тем же.